Друзья, буквально месяц назад я снимал обзор про супер-ультра широкий OLED-монитор за 150 тысяч, если помните. И в то время меня спрашивали люди снять что-то вот более приближенное к реальности для простых геймеров в районе 20 тысяч рублей. И я нашел такие в целом интересную, как по мне, модельку за 21 900 на 27 дюймов частотой 240 Гц и скоростью матрицы 1 миллисекунда. Единственное, что в этом мониторе Thunder Robot может вызвать вопросы, это разрешение экрана Full HD. Да, я тоже изначально думал, что в идеале было бы здесь видеть, ну скажем, QHD или 2К матрицу, но потом я помню, посмотрел финал турнира по Counter-Strike, что прошел недавно, ну тот турнир, в котором Na'Vi заняли первое место. Так вот, я узнал, что мониторы, за которыми сидели киберспортсмены, это были не 4К супердисплей и даже не 2К, а, внимание, обычные Full HD-шки. И что еще смешное, матрица там не IPS и даже не VA, а древняя TN матрица. Однако все не так просто, как думаем, и такие мониторы на чемпионатах хоть и не блещут высоким разрешением, оно в принципе и не нужно для сетевых шутанов, а что интересно, что эти мониторы имеют 360 Гц. Вот это было самое важное. Так что наш моник в этом видео примерно и заточен под киберспортивные соревнования, так как разрешение у него Full HD и матрица VA при этом быстрая и частота 240 Гц. Да, это не 360, но и 240, поверьте мне, это тоже заметно против 144 Гц. Короче, за 21 тысячу у нас большой экран на 27 дюймов на 240 Гц, плюс также имеется Adaptive Sync, кто не в курсе, это такая фича в монике, что синхронизирует кадры и не рвется при этом картинка. В общем, это и есть, пожалуй, самые ключевые достоинства в данной модели. Скажу честно, я просидел за этим монитором, ну, примерно целых, возможно, 1,5-2 месяца, это точно. Монтировал за ним видео, запускал Rainbow 6, просто сидел в инете, его спустя уже месяцы я примерно понял, кому подойдет такой монитор. Он подойдет прежде всего людям, кто имеет видеокарты, скажем, уровня бюджетных RTX 3050, возможно RX 580 или, например, 1660 Ti. Ведь даже на средних настройках Full HD с DLSS качества я сумел на обычные RTX 3050 в Rainbow 6 получить заветные 240-250 FPS под частоту 240 Гц. Почему это важно, вы спросите? Потому что если будет у вас, скажем, 120 или даже 200 кадров, вы не получите идеальной плавности на мониторе 240 Гц, то бишь нужна нам некая синхронизация между частотой кадров и герцовкой. Желательно прям, чтобы ваш фреймрейт совпадал с вашей частотой монитора. Тут как раз и выручает, что монитор имеет невысокое разрешение Full HD, потому что будь тут, скажем, матрица 2К, я бы точно не получил на видяхе 3050 заветные 250 кадров, максимум там 150, возможно 140. Так что невысокое разрешение в данном случае это больше плюс, чем минус для тех, кто как раз увлекается киберспортивными шутанами и при этом имеет на секундочку далеко не самые мощные компьютеры дома. Да, я не стану спорить, что на 27 дюймах видны пиксели Full HD, но опять же, это видно, если прямо вот сесть и внимательно всматриваться в каждое фото статичное или, например, печатать текст. Но в динамике, например, в контре, поверьте мне, что 2К, что Full HD, один черт, вообще без разницы, а фреймрейт будет при этом уже очень разный. Так что да, Full HD это не 2К, но и смотря для чего вам нужны эти Full HD. Как видим, для киберспортсменов на чемпионатах вполне нормально иметь монитор Full HD. Ну окей, ладно, далее, что лично я бы отметил из недостатков данной модели, а то скажешь, что нахваливаю монитор. В общем, недостатки, они есть везде и даже в мониторах за 150 тысяч. Так что в нашем случае за 20-очку есть нюанс, который очень сильно упирается во вкусовщину. Если объяснить понятным языком, это небольшая искривленность экрана 1500R. С одной стороны, да, это современно, это необычно, и тут я не спорю, есть такой эффект присутствия, но он очень заметен как раз именно на больших ультрашироких мониторах, скажем, на 34 дюйма или, например, на дисплеях 32 дюйма. Но в нашем случае монитор на 27 дюймов, он сам по себе не очень большой, и эта самая гнутость дисплея, она для меня лично ну вообще не ощущается. Буквально малость я замечаю именно данный эффект. Короче, такая у меня небольшая претензия, точнее, непонимание, зачем было делать искривление матрицы в данном случае. А в основном, в остальном все как бы, нормально. Хотя я бы еще хотел поднять вопрос качества картинки, да и в целом сборочки монитора, внешний вид и так далее. Разумеется, что за 20 тысяч у нас полностью пластиковый корпус монитора и сама ножка тоже пластиковая, но в основании ножки внутри, разумеется, металлическая конструкция. Монитор устойчиво стоит на столе, я бы даже сказал гиперустойчиво из-за массивной ножки. Плюс, что важно, в нижней части ножки есть большая выемка под различные провода,
в том числе и от моей клавиатуры. Да, это мелочь, конечно, но это лучше, чем просто, знаете, сплошная закрытая ножка, и потом эти провода, честно, не знаешь, куда девать, то есть везде их подвязываешь, подкручиваешь, чтобы не портили внешний вид на рабочем столе. Далее я бы еще отметил управление настройками при помощи джойстика. Это реально удобная вещь, и это самый простой способ управления вместо кнопочных рандомных нажатий. Что по качеству пластика, то он соответствует цене монитора, если так сказать. И это обычный пластик, как и в большинстве его собратьев. Единственное, за что спасибо компании Thunderrobot, так это, что пластик не пахнет и не трещит во время работы. Потому что я помню некоторые китайские модели, где прям невозможно сидеть рядом с монитором. Настолько сильный и неприятный запах от дешевого пластика. Такое тоже бывает. Далее по качеству картинки тут все, конечно, относительно. И в целом я видел десятки различных матриц, и OLED, мини-LED, IPS, Super IPS, NVA и так далее. Так вот, VA матрица в нашем случае имеет 4 достоинства и 2 недостатка, как и во всех подобных моделях. Из недостатков я бы отметил невысокую насыщенность цветов, как на том же IPS, и второе, это не везде точная цветопередача, что вполне, знаете, ожидаемо от VA матрицы. Из плюсов же я бы назвал это, разумеется, высокая скорость отклика, это 1 миллисекунда, плюс у монитора именно данная матрица реально очень быстрая, что прям очень важно для киберкотлет, тех, кто интересуется кибердисциплинами. В общем, второе, это очень, я бы даже сказал, предельно очень высокий запас яркости VA матрицы. Я лично выкручиваю яркость, примерно на 40% из 100, и мне даже, честно, 40 это слишком довольно ярко. Третье достоинство данной матрицы в мониторе это отсутствие шим-эффекта, и все это потому, что шим минимален именно на VA матрицах. Те, кто не в курсе, шим это широтно-импульсная модуляция, это штука, основанная на быстром переключении подсветки экрана. Неприятный, эффект, он может отрицательно повлиять на зрение, от чего появляется усталость и так далее. И четвертое, у данной матрицы это абсолютно нет шлейфов при быстрых движениях. Это очень важно, и особенно в сетевых шутанах. Вот такая вот история. В остальном у нас обычная нормальная картинка, подойдет для повседневных задач, и опять же повторюсь, этот монитор не про редактирование фото или там профессиональную цветокоррекцию и так далее. Нет, это больше монитор именно для геймеров, кому не так важно, идеальна ли там цветопередача, полутона или насколько идеален черный цвет. Тут ключевая фишка, это, еще раз повторюсь, 240 Гц и размер экрана 27 дюймов по доступной цене. Можно ли данный монитор посоветовать зрителям? Да, я думаю, можно в принципе, но с небольшим уточнением. Если вы не станете впадать в детальное рассмотрение пикселей вплотную лицом к экрану, потому что тут вам лучше взять модель с 2К матрицей, чем Full HD. Ну а если вам нет разницы 2К или Full HD, и в компьютере стоит слабенькая видеокарта типа 1660 или там 3050, то вам больше подойдет данная модель с Full HD матрицей. Иначе в 2К под 240 Гц уже нужна более мощная видяха, именно чтобы получить 240 FPS. В общем, самое важное в этом мониторе, еще раз повторюсь, это поддержка частоты обновления 240 Гц. Также имеется AMD FreeSync, разумеется, скоростная матрица 1 миллисекунда MPRT, плюс большой запас яркости и нет шим-эффекта, и все это за 21 900 рублей, что вполне, мне кажется, демократично. А цена — это крайне важный момент в наше время. Вот такой монитор я решил показать зрителям под базовые потребности геймеров. Мой выбор я подкрепил временем, проведенным за этим монитором. Я просидел лично за этим моником почти уже 1,5, возможно 2 месяца, так что это был обзор пользователя отчасти. Тех, кого заинтересовала данная модель монитора, то вы можете перейти на сайт, там бывает часто спецпредложения, акции на данную модель. Следите за ценами на сайте thunderrobot.ru. На этом у меня, друзья, больше нечего добавить. Подписывайтесь на канал, увидимся с вами уже очень скоро. Всем еще раз не болеть и удачи. До новых встреч. Пока-пока.